Всем привет, это Панама, а точнее Букеты. Мы встретились с Андреем, шеф-поваром. Сегодня он расскажет, чем он здесь занимается. Поехали. Как давно вообще ты здесь в Панаме? Ну, с 96-го года. А чем тебя Панама привлекла? Ну, я приехал в отпуск, так как родственников у меня только дочь осталась в России с первой женой. Тетя меня пригласила, я приехал, и вот так закрутилась до сих пор, то есть здесь. Бананы, пальмы привлекли тебя? Климат. Климат. А сам ты откуда? Из Москвы. Из Москвы. То есть твоя профессия в Москве тоже была шефом? Да, шеф-поваром работал. Ты с детства мечтал стать шефом? Ну, как-то получилось так. С бабушкой, в основном, вырос с бабушкой. Но она постоянно что-то готовила. И ты такой следил вправо-влево и пошел. Классно. А как вообще ты перебирался сюда? Тяжело было вообще легализоваться? Ну как вот. Сейчас я получил вид на жительство после стольких лет. Одно время я нелегально жил, потому что ситуация такая финансовая была не очень. То есть не хотел деньги тратить на это. Ну как белый человек, почти полиция не останавливала никогда. То есть никаких проблем не было. А сейчас вот где-то лет 15 назад легализовался и вот все, получил вид на жительство. Но у тебя сейчас ПМЖ? Да, вид на жительство у меня седало вот этот, который дают карнет. Написано резиденты перманенты. Окей. А на сегодняшний день чем ты занимаешься? Как работаешь вообще? Ну, сейчас работаю так. Иногда работаю на острове, но пока без работы. Был опыт открытия своего бизнеса в Панаме? Был, но не пошло. Не пошло. Не пошло в связи с чем? Ну, не пошло там. Человек воровать начал. Окей. Как обычная российская история. Ну, да. Хорошо. Скажи, пожалуйста, по Панаме и России, вот если сравнить две страны, плюсы и минусы Панамы, какие ты здесь увидел вообще? Ну, плюсы. Ну, во-первых, климат. Здесь вот море близко, если хочешь, можно в горы, тоже все близко. То есть перемена климата здоровая. Потом дешевле все. Дешевле, чем в Москве? Овощи, фрукты, все дешевле намного. А то кто-то говорит, наоборот, дорого. Для меня дешево. Я просто ездил в 2003 году в Москву. Ну да, не сравнить. Вот то, что у меня сейчас дочь, она у меня в России живет, пишет, что все очень дорого сейчас. Ну, сейчас вообще во всем мире дорого, скажем так. Все Но дорожает. здесь как-то более-менее. Еще Здесь в среднем можно, на $500 в месяц прожить можно. на $500 в месяц без аренды, имеешь в виду? Ну да, без аренды. Питание. Питание там, на транспорт. Это ты сейчас описываешь всю Панаму или только вот именно это место? Нет, вот именно в Череках. Черека. Черека. Окей. Хорошо. Череки же они почти до 90% мяса, овощи, все это из череков идут в Панаму. То есть здесь развито фермерское Да, хозяйство? здесь вообще все развито. Сельское хозяйство, то есть в Букеты здесь помидоры, выращивают огурцы, сыропунти. Сыропунти не было, да? Нет. Вулкан, вот сыропунти, тоже. А там что выращивают? Огурцы, капуста, все то, что любит прохладный климат. То есть вот на таких холмистых местностях все Но выращивают? они нет, это как его? Рядом с вулканом, как называется эта земля? Равнина? Да, равнина перед вулканом, там много очень чернозема. И насколько здесь хорошо цветет хозяйство? В том плане, что климат позволяет? Ну, позволяет, можно палку оттудить без преувеличения. Они как делают живую изгородь? Что-то типа ивы, есть такое дерево. Обрубают ветки, втыкают и вырастают новые деревья. А сколько раз урожай в год собирают? Ну, где-то раз 4, наверное, Раз в 4 собирают. Раза 3-4 собирают урожай. А то, что постоянные вот здесь дожди, климат такой влажный, это хорошо. Нормально, да. Классно. Для лука плохо. Для лука плохо. Для остального всего, да. То есть, по сути, в Панаме все хозяйство свое, ничего не привозит. Ну, мясо вот тут. Мясо там, мясные продукты. Иногда завозят из Штатов.
свое не выращивают? Нет, свое выращивают, но мясо здесь жестко. А овца, баранина, есть такое? Есть, все есть. Но не в таком большом количестве. Так понимаю. Нет. Здесь вот как в Букеты ехать, есть это, как это по-русски? Ферма. Ферма, где выращивают овец. Окей. Но они продают за границу свои продукты, ну, кроме бананов, я сейчас имею в виду. Бананы только. Только бананы. Только бананы. То есть все остальное, что выращивается, остается в стране. Ну, в Коста-Рику еще что-то идет там на экспорт. А, в Коста-Рику Да, в отправляют. Коста-Рику отправляют. Хорошо. А по поводу, вот ты сказал плюсов, а какие здесь минусы ты увидел? Минусы. Чтобы тебе там так прям в глаз попало. Сказал, ой, вообще все плохо. Ну, у каждой расы есть свои недостатки. Ну, понятно, да. С каждым здесь, годом, скажем так, Я людям особо не верю здесь. не веришь. Потому что прогорал много раз вот так вот. Любимое слово «завтра». Маньяна. Любимое слово «завтра». Нет, но есть нормальные, то есть. Я говорю, каждый раз есть свои недостатки. А в плане политики, экономики, как вообще? Коррупции много. Коррупция. Коррупция много. Это плохо или хорошо? Кому-то наоборот Не знаю, хорошо. кому-то хорошо, кому-то плохо. Но все можно решить. Кто-то пользуется. Какие-то проблемы там, например, полиция тебя тормознула там за превышение скорости, там $10 ему дал, все, он закрыл глаза. По станивке с радарами стоят еще. Ну да, они стоят за этим. Тут многие говорят, что все, полиция вышла, так, свою третью кинцену будет получать. А если бы, как в России, камеры везде поставили, там половину можно сокращать. Ну здесь сейчас ставят камеры, ну в основном это в Давиде, на центральных улицах. Так. В плане Панамы, вот ты в разных городах был, Давид, Панама-Сити, Сантьяго. Сантьяго. Как считаешь, какой город, ну, для иностранцев более привлекательный для проживания? Ну, Давид еще так не очень сильно развит, наверное, Панама. Панама. Там инфраструктура вся готова. И... А кто сюда приезжает проживать? Здесь же тоже иностранцы живут. Да, у меня здесь знакомый живет, он в Потрерию, построил себе дом. Вот рядом с такой же речушкой, у него там бассейн свой. Он работает на этом. Он инженер на гидроэлектростанции. Здесь же их очень много. А, еще Панама отправляет, кстати, электричество в Коста-Рику продает. А они сами не вырабатывают, что ли? Продают? Продают? Продают. А, вот еще здесь и были очень много протестов. Полезные ископаемые здесь какие имеются? Это были протесты в связи с тем, что там это... Рудники медные, кажется. Да, вот этот, была там мина эта. Но ее не закроют, я так думаю, ее не закроют никогда. Ну, так временно вроде затишье. Ну, это временно, но это... Там дороже будет закрыть, чем опять начать производить. Нефть есть здесь? Нефти здесь нет. Золото. Золото есть. Золото добывают. А в каких местах? Ну, в основном вот здесь, в горах. Есть недалеко от Давида, как то есть ехать в сторону Панамы, есть место такое, называется Ламина. Там добывают. Они экспортируют это золото? Нет. А где они используют на внутреннем Ну, рынке? здесь, во внутреннем рынке, там цепочки всякие. А, так, по мелочи. Да, да. Серьезно. То есть такой Конвейер не профессиональный нету. Окей. Какие ты бы дал рекомендации людям, которые хотят приехать в Панаму? Что нужно знать? Ну, язык, во-первых. Без языка трудно. Испанский или английский? Английский. С английским многие говорят по-английски. В Панаме, вот здесь Букеты, многие говорят по-английски. Вот. Ну, привозить какую-то финансовую подушку с собой, чтобы на первые 6 месяцев было. Ну, естественно, потом вот документы могут дать, если ты будешь свои деньги куда-то вкладывать. Недвижимость там. Инвестировать. Да, инвестировать. А если ты приезжаешь, ну, 90 дней ты можешь также жить? Да. Потом какие-то дополнительные виды задержки возможно, не знаешь? Ну, возможно, это надо с адвокатами говорить, я в этом деле. Окей. И человек, иностранец,
может найти здесь работу? Главный вопрос. Ну, смотри, я когда приехал, я работал, ну, с помощью тети своей нашел работу буквально через месяц. А ты знал тогда язык? Я вообще не голландец. Там я научился более-менее общаться, как называется, вот так вот, постепенно. Я не учил испанский. Но мне многие говорят, я говорю без акцента. Ну, сколько? 28 лет уже здесь. Почти 30. Ну, То есть можно найти работу? Да. Но нужен будет диплом. Например, в моем случае я заверял диплом в посольстве. Мне туда какие-то марочки наклеили, поставили. В российском посольстве? Да, в российском. И напечатали, что вот диплом соответствует там. А переучиваться пришлось? Нет? То есть диплом заверили, перевели, да, и все. Они его принимают? Да. Просто вот по медицине надо переучиваться. По медицине, да, надо переучиваться. Не по всем профессиям надо переучиваться? Нет. Если инженер, нет. Инженер тоже нет. В основном медики. А какие профессии здесь востребованы, чтобы вот так человеку, который хочет приехать, иметь в виду? Слушай, правда не знаю. Просто все пишут, можно устроиться на работу, а кем? Я говорю, я не знаю кем. Максимум можно на LinkedIn, да, посмотреть, поискать, если какой-то общество. Да, это вот все это. А вот так по факту, вот, допустим, как у тебя профессия, то надо приезжать только, а что? Ты дистанционно не устроишься? Нет. Надо искать. Я одно время работал, мы платили мало, естественно. Это было где-то 90-е, конец 90-х, начало 2000-х. Вот. А потом нашел себе нормальную работу на острове. Исла называлась Сан-Хосе. Я проработал там почти 8 лет. Остров Сан-Хосе? Сан-Хосе. Все любят называть Сан-Хосе. Да, у них в каждом городе обязательно, в каждой провинции чего-то есть Сан-Хосе. А имя встречается всегда Хорхе. Сан-Хосе – это святой их. Сан – это Сан, сокращенно. Как тебе по опыту? Лучше жить на острове или вот здесь? Ну, на острове это как объяснить? На острове платят хорошо. Вот ты приезжаешь домой на 4-5 дней. Работаешь больше 20 дней, потом тебе дают вот выходные. Для меня лучше работать где-то в отеле, близко. Ну, так как я без семьи, то есть и остров для меня подойдет. Вы за границей, вдали от дома и нуждаетесь в медицинской помощи? Доверьтесь компании Росмедицина, вашему надежному партнеру в области здравоохранения. Мы специализируемся на предоставлении экстренной медицинской помощи и лечения за рубежом для русскоязычных граждан. Наши главные приоритеты – здоровье и благополучие наших пациентов. Мы сотрудничаем с лучшими международными госпиталями и службами экстренной помощи, известными своим высоким уровнем медицинской экспертизы и современным оборудованием. Наши услуги включают экстренную госпитализацию и медицинскую эвакуацию, медицинский туризм, а также роды за границей с возможностью оформления второго гражданства для детей. 5 причин, почему стоит выбрать компанию Росмедицина. Первое. Лицензированная клиника с более чем 10-летним опытом работы. Второе. Встреча или проводы в аэропорт на автомобиле реанимации. Третье. Сопровождение психологом, владеющим 3 языками. Английский, русский, испанский. Четвертое. Опытные травматологи-хирурги с опытом реконструктивных операций. Пятое. Возможность получения финансовых бонусов, компенсация расходов и скидки на авиаперелеты. Если вы нуждаетесь в медицинской помощи за границей, доверьтесь компании Росмедицина. Медицинские специалисты сделают все, чтобы обеспечить вам максимальное спокойствие и уверенность в лечении. Подробная информация в описании под этим видео. По работе расскажи, пожалуйста, вот ты когда устраиваешься в отель, они оплачивают твое проживание, питание? Ну, в некоторых местах проживание не оплачивают, но когда вот работаешь на острове, да, тебе оплачивают проживание. Не оплачивают проживание, они тебе предоставляют комнату отдельную там или с кем-то. Вот. Ну да, и да, тебе это бесплатно все идет. Сколько средняя заработная плата может быть шеф-повара? Ну, иногда достигает до 3000, может быть даже больше. Это если какой-то известный отель большой. От 3000 в месяц? До 5, может. Это при каком графике? Ну, это график. Работа на кухне – это адская работа. Вот я и говорю, поэтому там можешь жить. Шеф-поваром, к тому же, я работал тут. Одно время шеф-поваром я работал в
Панаме был ресторан такой Лапоста, до сих пор он есть. Лапоста или Маркет, то есть это одного хозяина. Я приходил с 7 утра, то у меня был перерыв с 3 до 6, и с 6 до 11. Такой график. То есть целый день на работе. Там 2 часа у тебя есть, пойти отдохнуть. А как с персоналом местным ты коммуницируешь? Нормально. То есть нету никаких вот Нет. таких Ну, российских? если человек, то есть это не соответствует работе, то есть его это. Скажи тогда, пожалуйста, про местную кухню. Какая кухня у них местная? Ну, в основном это по всей Латинской Америке бобы, рис, курица. Все самое дешевое. Там мясо иногда, печень. То есть все то же самое, что в России, но единственное, тут какие-то эти нюансы есть. Свои специи какие-то? Да, свои специи. То есть они много используют чайоты, это такой. На кустарнике растет такой, типа, как ракушка такая, колючая. Ее открываешь, там красные семена внутри. Это используют для подкрашивания, натуральный краситель. Потом платану. Все путают платаны и бананы. Да, он большой такой. Большой это, то есть это отдельно. Но и он долго хранится, не гниет, имеется в виду. Да. Когда, то есть они желтеют, из них делают тахада. То есть жарят в масле. Вот здесь все в основном жарят в масле. Они очень любят все Жареное? жареное в масле, да. Жирное Фри. тоже? Жирное тоже? Да. И жирное тоже. Свинина. В основном все свинину. Говядина дороже. Многие, то есть, покупают дешевую говядину, как... Я не знаю, я уже начал забывать, как это по-русски говорить. Баранину здесь вообще не встретишь. Нет, баранина продается. Но я в плане кафе, ресторана заходишь, спрашиваешь, а есть баранина? Ну, вообще, очень. Это надо специализированные какие-то арабские искать. И здесь есть Ринкон Ливанес, там продают баранину. Продают. Я вот когда работал, последний мой отель, в котором я работал, Регало, мы тоже там подавали баранину, бараньи ребра. Все это покупается, здесь все есть. А как с морепродуктами? Я живу в Бока-Чика, то есть это приморский городишко такой, там где-то 300 человек населения, примерно 400. Раньше все это тебе дарили. То есть звали, не, русские, нужны типа креветки. Ну давай, и там килограмма 2-3 просто так. Также с тунцом. Сейчас нет. Ну дешево все равно. $3 за килограмм, если ты креветки, $3 за либру. Если ты будешь покупать прямо в самой лодке. А здесь уже дороже. Здесь продают по 6, по 6,5. Ну, у них же по факту 2 океана, с одной и с другой стороны. То есть В этом в основном ловят. только с этой стороны, На да? Карибах этого нет такого. Нет. Нет. И я к тому, что нужно развивать именно это направление, а иногда в ресторан заходишь, у них даже нет морепродуктов. Почему только я захожу в ресторан, там основа, как ты сейчас сказал, бананы, рис да. и все. А я говорю, я вот приехал к вам в гости, такая страна, хочу морепродукты попробовать. И нету. Почему? С кухни так. Ну, многие так не хотят покупать. Так Для них дешевле сделать вот то, что без морских. Или это связано с тем, что продукты морские быстрее портятся? Да. А рис, ну понятно, рис что там Ну, портится? рис. Банан что там Рис портится? портится. Он там лежит. Их в ящик покидал, а они лежат. Потому что вот именно морепродукты, особенно русскоговорящие, они же любят за границей, морепродуктов, поем там такое, сякое, крабов, там, альмаров, ну, как говорится. А тут приезжаешь, и это прямо высматривать, искать надо вот это место. Ну, есть специализированные, то есть рестораны, которые на морской кухне специализируются. Правильно ли питаются вообще панамцы? Большинство населения из-за этого Ты кухня, видишь, они такие все кухни. то есть они не следят. Ну, я уже старый, мне 57. Вот, мне уже положено иметь пивной живот. Ну, как шеф. Да. А многие такие, 22-23 года, они уже такие. Я вот еще обратил внимание, по твоей профессии, заходишь в некоторое кафе,
Ну, антисанитария вообще печально. Как у них здесь У китайцев в основном. Да, как вот вообще происходит? Как это все решается с конвертом под столом? Приходит типа санэпидемстанция, их сажают, хозяин их сажает, угощает, там дает им что-то и все. Все нормально. Даже в некоторых местах. Да, большинство так. Смотришь, тараканы бегают рядом. Даже не травят. Окей. Как ты считаешь, тяжело ли открыть здесь вообще бизнес? То есть зарегистрировать фирму, налоги и все прочее? Нет, налоги небольшие, кстати. А какие налоги вот? Или Налог, там по-моему, берется там 7 с чем-то процентов. с общей выручкой? Я, честно говоря, это не очень знаю. С алкоголем в баре вот ты должен Да, иметь надо покупать лицензию. лицензию отдельно. То есть если лицензии нет, то не имеешь права продавать. Штраф где-то до 5000 и закрывают. А, заведение даже Да, закрывают? заведения могут закрыть. Окей. Алкоголь местный есть какой-то? Ну, секо и рерано, это тростниковая типа водка. 35 градусов. Ром, кстати, очень известный, ром Абуэло. Он экспортируется во многие страны. Да, он ром экспортирует. Производят в Панама-Сити? Производит здесь. Водку делают, ну водка типа такой, закос под русскую водку. Водка Станислав, а сделана в Панаме. Ну, водку, да, все страны начали делать. И водка вся 35 градусов. Водка должна быть 40, рассказал по-русски. профессор Преображенский. Окей. Хорошо. В Россию тянет? Уже нет. Уже нет. Через сколько времени отошло? Ну, была такая говорят, ностальгия была первые 3 года. Первые 3 года. Потом как-то уже все свыкся, начал работать, вот, втянулся. А первое время было желание, то есть, уехать отсюда. А потом подумал, а кому я там нужен в России? Ну, и начал работать здесь. В 2003 году, когда ты там был, была в голове мысль, может остаться? А я остался, кстати. Да? Да, я остался, потому что мне не давали визу. Мне обратно, там какая-то ошибка была в паспорте. Плохо написали 2, получилась не 2, а 3 типа. Насколько остался? Ну, я где-то приехал в июне. Нет, я приехал в конце мая и уехал в августе. Я устроился на работу. Я работал в «Золотой дракон», был такой ресторан. Я работал там до своего отъезда. И меня обратно взяли на работу. Поработал там. А потом хозяин отеля как-то разрешил эту проблему. То есть я приехал обратно. Какой взгляд был? Тетя моя тоже помогла мне Окей. вернуться сюда. Какой взгляд был в России в 2003, когда ты вернулся после Панамы? Ну, как-то все серое. Серо? Ну, естественно, с друзьями встретился там. Друзья же остались до сих пор, школьные там, и послешкольные. Ну, так это холодно, как-то серо все. Люди неулыбчивые, не знаю. Есть такое, когда в Россию приехал, ты как будто цветной телевизор на черно-белый переключил? Ну, да, чего-то вот типа этого. Нет, ну есть, были хорошие моменты там. Вот, но так в основном это. А всегда так, когда ты уезжаешь, и тебя как бы тянет назад. Меня метро грузило. Я в метро заходил, у меня сразу начиналось это такое. Как не в своей тарелке я себя Все чувствую. бегут, да. Это да. Хорошо, вот такое интервью у нас получилось с Андреем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вопросы в комментарии. Всем пока.